Друзья, всем привет! Сегодня расскажу вам о первых реальных сливах из HyperOS 4. Специально это сделали или нет, мы не узнаем. Но сам факт того, что визуальная часть будущей оболочки попала в сеть, уже о многом говорит. Так что присаживайтесь поудобнее, мы с вами начинаем. В прошлом видео, где мы, скажем так, подвели итоги по HyperOS 3, я упомянул, что анонс новой оболочки от Xiaomi — это лишь дело времени. Но я не думал, что это настолько быстро. Но опять же, пока мы имеем лишь только официальные рендеры, которые предназначались для официального сайта, но должны были по логике быть опубликованы после презентации, а не задолго до. Но это уже моменты. Что можно сказать по этим данным? В системе будет больше стекла, в целом, как до этого и заявлялось различными инсайдерами, да и не только. Стекло будет по всей системе, от шторки и виджетов до настроек в самой системе. Нравится это кому-то или нет, но смириться с этим придется. Но тут и Xiaomi не Xiaomi, если не сделают ограничения. По слухам, новое стекло будет поддерживаться только на флагманских процессорах по типу Snap 8 Elite и Dimensity 9500. Но об этом мы уже узнаем на самой презентации. Из года в год мы ждем улучшения по кастомизации. Конечно, хотелка хочет большего всегда, но в этот раз не все так печально. Разработчиков хватило на переосмысление экрана блокировки с новыми стилями часов, а также обойнами. Может, для кого-то это будет свежий взгляд на экран блокировки, но все же хочется чего-то нового, ну или же как у конкурентов. А если вы любите виджеты на рабочем столе, то у меня для вас есть хорошая новость. Их теперь можно группировать в папки, как это реализовано в iOS. Ну и в целом так-то оно и понятно, откуда разработчики черпают вдохновение для обновлений HyperOS. Ну и конечно же будет та самая фича, которая трубили из практически любого утюга. В HyperOS 4 добавят гибкое редактирование папок, как это реализовано в том же ColorOS. По самой системе это пока что и все. Версия зеленого робота для флагманов будет 17, что в целом и логично, а по другим смартфонам пока нет никакой информации. Помимо всего этого, разработчики также переделают и Mi Home, но эти изменения больше характерны для китайского рынка. Ну и как же без искусственного интеллекта? Конечно же, ИИ будет самым лучшим другом, ну и так далее. Понятно, что это сарказм, но разработчики не забывают и об устах своих умных сервисов. Также разрабы дали скриншоты новой оболочки и на примере планшетов. Там все так же, как и у смартфонов, то есть без всяких сюрпризов. Ходят также еще слухи и легенды, что будет слияние лаунчеров в один, то есть для смартфонов и планшетов будет одна системная оболочка. Но пока этому никаких либо нормальных пруфов нет. Ну и теперь что хотелось бы сказать в конце этого видео. Разработчиков хватило лишь на все это за целый год работы. Я, честно говоря, ожидал чего-то большего и лучшего. Уже предвижу, как на презентации будут петь баллады о лучшей оптимизации, автономности и быстродействии. А по факту с этими стеклами может получиться очень лагучий продукт. Ведь это Xiaomi, и они это могут. Но ждем официальную презентацию компании, может там еще что-то нам новое покажут. Или, как говорится, они оставили какой-то туз в рукаве. Но если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.